Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить печенье с красивым названием «Крылья ангела». Оно действительно оправдывает свое название – хрупкое, воздушное и очень вкусное. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Начнем с теста. Для его приготовления нам понадобится 380 граммов муки, которую я предварительно просеяла. В просеянную муку добавляем 200 граммов хорошо охлажденного сливочного масла, которое для удобства предварительно можно мелко порубить, а также щепотку соли. Перетираем муку с маслом руками до состояния жирной крошки. Не обязательно добиваться, чтобы масло не чувствовалось совсем. Если будут попадаться небольшие комочки неперетертого масла, это не страшно. Главное, чтобы получилась вот такая жирная крошка. Если собрать ее в комок, то комок будет хорошо держать форму, но ровно до тех пор, пока на него не надавят пальцем. Отставляем пока получившуюся крошку в сторону. И берем 3 яйца, у меня категории S1. Яйца нам необходимо разделить на белки и желтки. Белки обязательно добавляем в абсолютно сухую и обезжиренную емкость. Белки пока убираем в холодильник, они нам понадобятся позже для начинки, а желтки добавляем в миску с тестом. Сюда же кладем 100 граммов сметаны, у меня сметана 20%, но можно использовать любую. Теперь замешиваем мягкое тесто. Важно не вымешивать его слишком долго. Нужно просто собрать все ингредиенты в один комок. Такое тесто не любит лишнего тепла, поэтому работаем быстро. И как только все собралось в более или менее однородный комок, сразу останавливаемся. Тесто должно получиться очень мягким, не липнущим к рукам и очень нежным. Готовое тесто нужно сразу же разделить, например, на одинаковые порционные кусочки. Я делю тесто на 20 кусочков по 35 граммов каждый. Это кусочек примерно с грецкий орех. Каждый кусочек скатываем в аккуратный колобок и складываем все шарики на доску или широкую тарелку. Затем накрываем шарики пленкой и убираем их в холодильник как минимум на 1 час, а если есть время, то можно и на 3. Через час, перед тем, как доставать тесто из холодильника, приготовим начинку. Достаем из холодильника белки 3 яиц. Добавляем в них щепотку соли и пакетик ванильного сахара, это примерно 8-10 граммов. Начинаем взбивать белки миксером на небольшой скорости до образования мягкой пены. Теперь берем 150 граммов обычного сахара и небольшими частями всыпаем его в миску с белковой массой, при этом не прекращая взбивать белки. По мере взбивания белки становятся более плотными и появляются красивые мягкие пики. На этом этапе в белковую массу можно добавить половину чайной ложки лимонной кислоты. Она поможет белкам стать устойчивыми и придать начинке легкую кислинку. Продолжаем взбивать белковую массу до твердых пиков. Масса должна блестеть и хорошо держать форму. Но самое главное – не выпадать из миски, если ее перевернуть дном вверх. Теперь в белковую массу через сито нужно добавить 20 граммов крахмала. Это примерно 2 чайные ложки. Я, кстати, использую кукурузный крахмал. С помощью венчика или лопатки аккуратно движениями снизу вверх вмешиваем крахмал в белковую массу, стараясь сохранить воздушность белков. Для удобства я перекладываю эту белковую смесь в кондитерский мешок. Так удобнее потом выкладывать начинку. Но это не обязательно. Если мешка нет, то выложить начинку можно и обычной ложкой. Теперь, когда начинка готова, достаем из холодильника охлажденные кусочки теста. Каждый колобок раскатываем в лепешку диаметром примерно 12-15 сантиметров. На одну половину лепешки выкладываем немного белковой начинки, оставляя по краям около сантиметра свободного теста. Накрываем белковую начинку второй половинкой лепешки и аккуратно прижимаем края пальцами, чтобы надежно скрепить края заготовки. Получается заготовка, похожая на небольшой чебурек. По желанию можно обрезать заготовку фигурным ножом и сделать волнистые края. Получится еще красивее. Теперь берем деревянную шпажку или любой другой подходящий предмет и делаем углубление посередине заготовки, то есть формируем линию сгиба.
По этому месту складываем заготовку пополам и соединяем концы, слегка прижимая пальцами. Вот здесь и проявляется красота названия этого печенья. Форма действительно напоминает сложенные крылья ангела. Получившиеся заготовки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Лучше не класть их слишком плотно. Во время выпечки они немного увеличатся в размерах. Отправляем в противень в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10-15 минут. Здесь главное не пересушить. Как только печенье подрумянилось и стало золотистым, достаем. Белковая начинка, как правило, все равно вылазит из печенья. Во всяком случае у меня, поскольку мне нравится, когда начинки много. Но лично для меня это только улучшает вкусовые качества, поскольку сахар вытекшей начинки в процессе запекания карамелизируется и придает печенью легкий карамельный привкус. Теперь нужно набраться немного терпения. Печенье должно полностью остыть. А когда оно остынет, его по желанию можно посыпать сахарной пудрой. Это не обязательно, поскольку само печенье уже достаточно сладкое. Сахарная пудра здесь – это скорее для декора. С ней крылья ангела будут выглядеть особенно красиво. Готовое печенье получается очень необычным не только визуально, но и на вкус. Хрупкое, слоистое тесто снаружи и мягкая, ароматная белковая начинка внутри. Оно буквально тает во рту и отлично сочетается с чаем, кофе, а особенно с домашним какао. Эти крылья ангела получаются такими простыми и уютными, что даже не хочется украшать их ничем лишним. Поэтому просто складываем их стопочкой на блюде и зовем на чаепитие своих родных и близких. Попробуйте приготовить крылья ангела, и пусть это печенье принесет в ваш дом немного нежности и уюта. Ведь иногда счастье начинается с чего-то совсем простого. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!